Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию. А перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в ролик, хочу сказать следующее. Ребята, что-то сегодня так очень плохо спал, что прям, ну, не передать словами. Короче, у меня сейчас, кстати, если вы заметили, то у меня сейчас голос, ну, неестественный какой-то. Вот он какой-то, знаете, басистый стал. Короче, он еще с прошлого ролика, если что, не отошел, судя по всему. То есть он хрипит, репит, кряхтит. Короче, старость настала. Встречает меня сейчас гоблин-убийца, и что же я хотел сказать? Я хотел сказать следующее, то что я не знаю, на чем я буду сегодня играть, поэтому будем импровизировать, но тут я вижу есть Свен и Спектра, кстати. Ха! А это значит что? А значит то, что мы можем сыграть через демонов и можем сыграть через Свенчика со Спектрой. Либо же мы можем попробовать сыграть через легендарные дубликаты, через цветы. Либо же что? Есть Энигма. Можно попробовать духов реализовать. Попробовать собрать 6 духов. Собрать какого-то сильного керри. И сыграть через 6 духов. Духов я уже показывал в комбинации с кунг-фу. Это было очень жестко. Это был развал. Поэтому, кто не смотрел ту комбинацию, посмотрите. Там ролик так и называется. Идеальные духи или что-то типа того. А еще, кстати, я хочу сказать информацию, что в воскресенье в 6 часов вечера по киевскому времени будет стримчик, поэтому что правильно, я всех жду. Всех абсолютно жду, поэтому запасаемся вкусняшками, ну, то есть, короче, дальше вы все сами знаете. Поэтому запасайтесь, все дела, и всех жду с хорошим настроением. Если у вас будет не очень хорошее настроение, то, соответственно, постараюсь вам его поднять на стриме. Там у нас будет лобби с подписчиками, то есть все как мы любим. Вот, и, ребят, перед тем, как мы еще неплохо, хорошо, что взял рукавичку. Перед тем, как мы еще сейчас погрузимся полноценно в каточку, хочу сказать огромнейшее спасибо каждому своему зрителю, каждому подписчику за то, что вы меня поддерживаете, потому что вот я уже я уже довольно-таки давно прошу о том, чтобы ставили лайк, комментарий, все такое, и активность максимальная сейчас происходит в виде лайков, в виде комментариев, и что я хочу сказать, осталось меньше 30 человек. Ребят, это все благодаря вам. Вот, огромное вам спасибо. Огромное. Поэтому осталось совершенно немного, поэтому поддержите меня. Вот, знаете, последние порывы осталось. И хочу напомнить для новых зрителей о том, что у меня есть телеграм-канал, да и для текущих зрителей, вдруг кто не знает. И в телеграм-канале я пишу обновление игры, то есть когда там какой-то анонс выпустился, всякое такое. Веду свой небольшой личный блог, то есть что там у меня из жизни произошло, может какие-то изменения, подарки, может что-то подписчики, там что-то, короче, вот это вот вся такая вот тема. Плюс, самое главное, это чат-комьюнити. Чат-комьюнити — это самая, наверное, вишенка на торте, потому что мы там все общаемся и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, я думаю, сами зайдете, узнаете, что к чему, куда, почем. Вот. А неплохой такой у меня сейчас старт, и я, наверное, поставлю магов. И, наверное, вместо все-таки Джаггера поставлю Эгиду, так как у меня есть, кстати, Дискорд. Если что, Дискорд — это мощь, это сила, силушка богатырская. И, наверное, все-таки возьму духов. Не знаю, наверное, стоит попробовать сыграть на духах. Ну, по крайней мере, мне что-то так кажется, что стоит сыграть на духах. А вот как оно дальше пойдет, вот это вот уже посмотрим. Думаю, здесь 100% нарисуются какие-то охотники. А даже если я не смогу сыграть, допустим, через того же Свена и Спектру, то по-любому кто-то будет, ну, кто-то захочет сыграть на демонах. А, соответственно, духи мне могут неплохо помочь. Я уже, ну, не в первый раз убеждаюсь, что духи как-то стали намного корректнее работать, чем было несколько патчей назад. Скорее всего, они что-то подкрутили, причем подкрутили это так, что не написали ни в каком анонсе. То есть у них такая вот тема бывает. У них такая тема бывает, когда они что-то подкрутят и об этом никому не скажут. Вот и все. Поэтому, скорее всего, оно таки есть. Так. Так. Непонятненько пока что происходит. Но, в принципе, у меня шмотки довольно-таки хорошие. Хорошие для такого вот старта. Мне все нравится. О, Макс там нашел себе уже баф людей. Это плохо. Для меня это плохо. Для меня это не хорошие новости, потому что я тоже хотел бы себе баф людей со старта. О, тут я проиграл. Тут я проиграл, потому что здесь есть орк-шаман 2 звезды. Ну ладно. Ладно. Даже проиграл, ничего страшного. Ань! Чё себе там дед настрелял только что пару пачек за пазуху, вы видели?
Скилл Агра накинулся на этого снайпера, и снайпер 2 раза закастовал как надо. Он закастовал, во-первых, ворка шамана, у которого было половина хп, и добил его вот в тупую, просто снес ему башку. И второго добил Абадона, который не успел свой щит закастить. Я в шоке. О, войны. Дефолтные войны будут. Кстати, тут как раз есть Энигма. И по идее, если сильно Энигму собрать, закерить, то она испепелит этого воина. Да не только там еще и духов можно собрать, еще и чернокнижников можно сверху поставить, если не будет никакого отхила. Можно будет поставить еще и Дума, на всякий случай, знаете, чтобы... Короче. Понял. Понял, принял. Обидно, печально, но да ладно. Или... Дед, ты меня удивляешь последним временем. Что с тобой сделали? Неужели тебя починили и ты стал стрелять как надо? А как же там, ну, в какого-то пенька стрельнуть лоу-хпшного и тому подобное? Где вот это вот все? Я тебя сейчас не узнаю, дед. Я, конечно, рад, что ты стреляешь как надо сейчас, но ну, это как-то слишком подозрительно, понимаешь? Вот этот чел, он должен меня только что был испепелить без шансов. Но что-то последним временем снайпер нормально так наваливает. Ну вот Зим ко мне придет, на 100% должен меня вынести. У меня слабее стол, чем у него там есть резак, 2 звезды. Короче, у него 2 двухзвездочные фигуры, такие, знаете, добротные, которые могут, ну реально, навалить движа. А как говорится, бог любит троицу, и Огр 100% сейчас не закастует снайпера, а снайпер 100% не закастует как надо. И я отхисну, естественно. Боже, Игида, 1200 урона просто с одной плюшки, массово. Игида классный персонаж со старта, очень классный персонаж. Бэм. Вот это вот отличная лагуна была только что, не в крутилку Джаггера. О. Получается, скоро и у меня будет обновление. Я тоже хочу. Я тоже хочу обновление. Хочу усиление. Хочу Лину 2 звезды. Хочу Разоров 2 звезды. Давайте только в ранних. Лин и в ранних Разоров. Блин, честно. Я вот сейчас как бы записываю ролик, все такое, и слышу свой голос, знаете, вот отстраненный, и вот прям чувствую, как у меня горло напрягается, и я не понимаю, то ли это я, то ли это не я. Ну, серьезно, голос звучит совершенно иначе. О, 2 Хускара, Кунка, понял, принял. А можно мне и снайперов 2 звезды тогда? Вот чисто, знаете, контрпик всем. Ну, тут меня сейчас добротно должны опрокинуть, тут Кунка. На самом деле, я бы сам от Кунки не отказался. Кунка сильно нюкает, на самом деле. Так, сумончика он призвал, сумончик откис. Эх, хотелось бы хотя бы парочку еще снести. А вообще, хотелось бы быть на винстрике. Хотелось бы быть на винстрике. По всем канонам подлости, апгрейд мне пришел тогда, когда я проиграл. По всем канонам подлости. Да. Ладно, я пока что снайпера не стал продавать, потому что снайпер как-то мне... Знаете, я как-то уверовал в снайпера, потому что он пару раз кастанул как надо, и я думаю, что стоит ему дать шанс. Стоит дать ему один шанс, пусть постреляет, может он сейчас в 2 звезды придет, он даст такой неплохой нюк. Я вот, кстати, наверное, даже 2 снайперов поставлю. Но все-таки, как-никак, если нюк такой... Ну, неплохой нюк будет под магами. Или, может, ну, в баню лучше духов поставить, все-таки окаменение будет посерьезнее. Две цветки, понял, принял. Да, я пока что, короче, оставил духов, потому что, ну, я что-то как-то больше в окаменение сейчас поверю. Я надеюсь, что оно... О! Просто на 2 секунды выключил персонажа. Сильно? О, да. Мне это нравится. Еще и Огр закасил свою способность из-за этого. Шикардос. Отлично. Не пожалел. Ну, я думаю взять мастерскую Бума как по дефолту, потому что мастерская Бума всегда как бы это хорошо. И можно, в принципе, было бы предмет 3-го тира найти, но пока что не хочу его искать. Я не хочу искать его, потому что, смотрите. А, понял, Зим там скиллует. Он, конечно, без денег сидит, но у него уже фулл стол в 2 звезды почти. Ладно, короче, выйдем в деньги. 30 монет сделаем. В любом случае, я уже винстрик потерял. Как же мы будем поступать в этой каточке? Честно, вообще не знаю, как мы будем поступать в этой каточке. Вообще не знаю.
Так, тихо, тихо. О, хорошо. Как же хорошо сейчас Лина закастовала свою способность. Вдруг кто не понял, то Гримтач только что вражеский закастовал по всем моим фигурам свои чернила, и если вражеская лагуна успела бы прилететь, то, скорее всего, у меня было бы минус стол. Но моя Лина оказалась быстрее. Лина у меня оказалась самая быстрая рука на Диком Западе. Боже, мне нравится пока что мое усиление. Пока что мне все нравится. Тьфу-тьфу-тьфу. Тук-тук-тук. Ну там сильный стол. Вот этот Зим, у него огромный стол. И вот у Шторминых тоже огромный стол. Но у меня из всех огромнейших плюсов у меня есть бабки. А у них бабок нет. Ха! Кто здесь миллиардер? Я. Я ж проглотил... Я... Я ж проглотил несколько фраз. Какой... Какой... Ну, тварь. Лина, я только тебя хвалил. Я только тебя хвалил о том, что ты кастанула свою способность как надо. Только тебя хвалил. И ты вот это вот берешь и так гадишь в колодец, из которого ты будешь пить воду. Да. Только похвалил Лину о том, что она как надо кастанула свою способность. Только похвалил. Как мы такую... Как мы ее назовем? Давайте так. В комментариях напишите, как вы ее назовете. Вот эту вот Лину, которая кастует в того, в кого не надо. Вот почему она не закастила фулового снайпера, к примеру, которого бы она вырубила с плюхи и просто бы тычками забила в этого тиника. Кто знает, кто знает. Этого мы уже не узнаем. Вирту тоже хороший стол имеет. Сейчас будет иметь этим столом меня. Ну да. На самом деле я в действительности бы хотел кунку вместо легионки. Типа у меня сейчас баф людей есть отлично, замечательно, но я хотел бы все-таки кунку вместо легионки. Ну как-то... Как-то в кунку я больше верю вместо легионки, потому что кунка если даст стан свой, то есть закатится кораблик, прилетит стан, прилетит нюк магический, то есть, ну, все как надо. Все то, что доктор прописал. Плюс это танк, у которого 10 брони, во-первых, нормальное количество хп около косарика где-то. И это просто кунка. Это кунка, который плавает на кораблике. А, понял. Принял. На 5-м уровне нашел антимага. Угу. А куда ты его дел? Ну, продал. Не, ну, таких людей мы уважаем. Таких людей мы уважаем. Продать антимага, который ему пришел на 5-м уровне. Уважение и почтение такому человеку, ребят. Минута молчания дадим ему. Давай, души, души, стреляй! Стреляй! А вот был бы кунка, я бы сейчас затащил. Но, как говорится, если бы ДКБ, во рту бы росли грибы. Да. Ладно, что ж. Чего нема, того нема. Имеем то, что имеем. Не знаю, короче, как-то такую расстановку сейчас сделаю, потому что у меня в любом случае не будет распрыгиваться, как бы я, наверное, сейчас не расставился. Хотя можно попробовать вот таким образом сейчас расставиться. Может, таким образом они не распрыгнутся. Хотя я что-то более чем уверен, что они все равно распрыгиваются. Может, мне получится 9 мага собрать через... Не, ну, кстати, более-менее удачно сейчас распрыгнулись. Хотя, на самом деле, то, что у меня мейн-керри сдохнет, это прям не то, что хотелось бы. Да, это плохо. Я аж надеюсь, вы вчетвером загасите эту собаку. Мне не очень хочется смотреть, как собака загасит вас. Пожалуйста. Фух. Фух, моя 5-я точка немножечко расслабилась. Молот, это, конечно, круто. Но молот мне не нужен сейчас. Пока что все идет хорошо. Моя надежда провалилась с треском. Может рискнуть и попробовать найти предмет? А, ну давай. Ну, давайте так. Откровенно честно, 2 предмета хороших упали. 2 предмета упали хороших.
Да, плюс 5 брони, плюс возвратка 50% чистого урона от нанесенного, соответственно, это круто. Это первый момент. Второй момент. Арканцы это тоже приятный предмет, который, ну, стоит брать в расчет. Это сильный предмет. И, ну, конечно, хотелось бы мне что-то получше. Ну, может быть, мне хотелось 2 пары арканцов, было бы еще лучше, конечно. Но Саня слишком много хочет. Уберу пока духов, они все равно не идут. Бог-чернокнижник там собирается, интересно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош, Лина. Я в тебя верю заново. 2 рыцаря, в принципе, да. Так, ну... Долины достают они, короче, окей. Арканцы эти. Если что, тут 2 рыцарей я не просто так поставил. А тут чел, который играет уже с кучей двоек. И чё, как это? Вот, да там жесткие. Там жесткие столы. Вот, Зим, давай. Смогу я тебя вынести или не смогу? По идее, я должен хотя бы тебе половину стола, но снести. По идее. Убить не убью, но снести полстола смогу. Да, я не успею. Нет, он ракетками своими быстрее меня вынесет. Ладно, так тоже пойдет. Так, думчик это хорошо. Берем уровень дальше. Мне нужно усиление. Где мой разор? Где мой разор? Хочу разора. Вызовите разора. Нам нужен срочно разор. Возможно, мне стоит взять реки еще. Все-таки это Silence, это Миссы. Может, поможет. Думчика не хочу тратить, как бы Думчик хороший персонаж, он как танк неплохой, это кусок мяса, у которого 1050 хп, 8 брони. Как бы хороший, плотный кусок мяса, который накинет, если свой дебаф, то импакта будет миллион, если он особенно накинет его в керри, допустим, кого-то. Того же условного Хускара. Да? А ну, кого ты сейчас накинешь, Дум? Во вражескую лину, хорош. Я же говорю, Дум это красавчик. Что-то они меня сегодня все радуют. То снайпер своими прокастами, то Лина своими прокастами. Хоть бы сейчас их не перехвалить и не откиснуть. Вроде бы как бы старт у меня более-менее хороший. Но кто знает, что будет дальше. Правильно? Вот и я о том же, что я тоже не знаю, что будет дальше. Но то, что здесь будет 9 воинов, это точно. Это прям гадалки не ходи, вот Виру их и собирает. И, по всей видимости, тут будет охотник. А вот что... Ага, ага. Все, понял. Здесь будет воин, здесь будет охотник, здесь будет бог-чернокнижник, не знаю почему, и будет демон. Зим тоже непонятно, что собирает, но он тупо, походу, играет в двоечках на гоблинах. Ну, как по мне. Сейчас будет 19 раунд, посмотрим, что на 19 раунде у него пойдет. Хотелось бы, чтобы нормальная реликвия какая-то упала. Так, ну, очень сложно играть на чернокнижниках в этом патче. Doom просто закрывает и все. Да это не только Doom. Но... Вот, спасибо за усиление, кстати. На самом деле, множество билдов, которые тупо вот закрывают этих чернокнижников. Богов чернокнижников. Чернокнижников нужно использовать как чисто баф. Либо же тебя тупо должно нереально вести на предметы, и тебя никто никуда не контрпикает. Приведу элементарный пример. Вот только что Doom накинулся в Банши. Все, Банши не может хилиться, не может кастовать свою способность. Импакт равно 0. Тот же самый прикол, вот, допустим, с антимагом. Антимаг просто присосется к этому чернокнижнику, все, он его вынесет, испепелит просто. От края до края. Ну, кстати, есть Мамора, может быть, Мамора, если придет, будет хорошо. Может, в Мамору какой-то разорчик. Ну, в принципе, можно было бы разорчик, конечно, закинуть, но посмотрим, что придет. Посмотрим, что придет сейчас. И от этого уже оттолкнемся. Награду за... Не, антимага я скипать не буду. Не, ребята, не смотрите на меня. Я скипать не буду. Считайте меня трусом, но нет, я не буду. Я не буду скипать сейчас антимага, потому что что? Потому что не знаю, что я хочу собрать. Если я захочу сыграть сейчас на демонах, то, соответственно, мне нужен будет антимаг. Поэтому продавать его не буду.
Я даже не знаю, может мне понадобятся и гритеры какие-то. Но так как здесь есть воин, на гритерах я не поиграю. Ладно, возьму награду за гоблинов. Я сначала думал брать, не брать. А подумал, что нужно брать. Гримы 2 звезды у меня. Пока что все замечательно. Что мы можем переделать? Дискорд не хочу. Я, наверное, возвратку переделаю. Вы это тоже видите? Мне с первого раза упал посох 3-го тира. Что? Не, ну это 100% будет что-то интересное. Может даже я сыграю через фул волшебников и 9 магов. Может быть. Не факт, конечно, но может быть. И, кстати, хорошо, что я после 3-го тира не закинул только что в Разора. Вот еще один плюс сейчас антимага в моем билде. Прилетит Сайленс, прилетит Doom, что угодно. Вообще плевать ему будет. Он дальше будет вас долбить. По полной программе. Долбить так будет, что прям кости просто скрипеть будут со всех сторон. Будет, знаете, как в меме паровозик, который смог. Вот такая же тема будет. Ну да, знаете, как можем реально мы сыграть? Мы можем сыграть через 9 магов волшебников. Там, конечно, воин собирается. Воин меня может вынести. Ну, там мы уже, я думаю, с ним решим проблему. Ладно, разберемся. Короче, будем решать проблемы по мере их поступления, правильно? Я тоже так думаю. Я тоже так думаю, что будем решать эти проблемы по мере их поступления. Данных проблем пока что нету, и хорошо. Опять думчик в Лину прилетел. Правда, мне только что убили антимага с одной плюхи, но это такое. Небольшой побочный эффект, скажем так. Неприятно. Просто мне стаки посоха сбили. Вот это вот неприятно. Это очень неприятно, то, что мне стаки посоха сбили. Кстати, я могу поставить уже 9 магов. И мы, наверное, так и сделаем. Мне кажется, 9 магов намного профитнее будет сейчас. Плюс я могу выйти сейчас, если что, 80 монет. На секундочку, так-то. Там резак 3 звезд, гоблинов фуловый. Вот как раз гоблинов сейчас я буду фармить. Ох, как я их буду фармить с таким антимагом. Мне бы антимага на самом деле в 2 звезды. Было бы еще лучше. Демонов собирает. Ну да, вот этот воин, который будет, я его не смогу пробивать на гритерах. Только если у меня будет там не супер омега какой-то огромный персонаж. У меня, кстати, 4 винстрик. Ладно, я пока что засуну, наверное, посох все-таки в Разора. Хочу посмотреть, насколько он будет импактовый. Если что-то, сделаю немного другую расстановку. В любом случае, антимага никто нет. А хорош у меня Рубик. 3700 урона, если что, Рубик накинул. Молодец. Рубик, ты молодец. Опа, опа, чирик, сюда, фруктик, это хорошо. Блин, ну 2 опыта всего лишь, это плохо. 2 опыта это, конечно, не то, что доктор прописал. Так, моя жлобская жилка сейчас заиграла немножечко. Буду сейчас по максимуму использовать реликвию награду за гоблинов. Чтобы получить от нее максимум. Я хочу как можно больше получить. Короче, я сделаю пока что вот таким вот образом. Лину я усилил на скорость атаки. А Разора поставил вперед, чтобы он массово всех задел. Да, это на самом деле, наверное, может быть мое худшее решение. Потому что антимаг в данном случае был бы посильнее. Но пока что мне нравится. Пока что. Потом, естественно, мне нужно будет, конечно, пересобраться. 100% нужно будет пересобраться. Потому что там будет... Там будет челик. Ага. Там будет челик на воинах. Мне нужно будет по-любому перекинуть шмотки. Он будет играть через Хускара. Кстати, там дракон маг еще собирается. Понял, принял. Понял, принял. Рот завалил. Воина надо будет как-то контрить. Ну, есть у меня идейка, конечно, все-таки собрать этих духов.
Ладненько. Ой, немножко из головы предметы вылетели. Хотелось, если что, перекинуть предметы сразу в Лину. А как только что обморожение сработало в скилл эльфийки? Дамаг не прошел только что, если что, по этой урсе. А обледенение сработало. В чем прикол? Это как работает? Я не понял. Ну-ка в комментариях поправьте меня. Так, дракон-маг. Против дракона-мага мне надо по-любому найти будет сейчас шар бездны. Взгляд Азеса крутой предмет, но он мне сейчас не нужен. Ну, это как бы тоже классный предмет. Но у меня антимаг пока что как-то слабоват, если честно. Я бы такой, чтобы, наверное, все-таки закерить Лину пока что. Пока что, мне кажется, все-таки ну, стоит, наверное, закерить Лину. Я, наверное, даже Думу пока что уберу. И, наверное, пока что закерю Лину. Хотя нет, Думу я оставлю. Дума я оставлю. Короче, почему я сделал сейчас такую расстановку? Во-первых, потому что там есть дракон. Во-вторых, против меня есть Хускар. И против Хускара антимаг не будет работать, а зато будет Лина работать. И Лина, когда будет кастовать со своей лагуны тычку, это, соответственно, будет какое-то обледенение. Соответственно, будет какое-то обледенение, равно, соответственно, мое хорошее настроение. О, Варлок. Ну, короче, это просто тогда я смогу вынести Хускара. Антимагом я его не вынесу. Плюс я сейчас вот как-то вот так вот сделаю расстановку в одну клетку. Они сейчас будут вдвоем накидывать свою тучку. Это, соответственно, уклонение, сайленс, все дела. Плюс там еще и маг-дракон собрался. Хорошо. 7 винстрик. Пока что все более-менее нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Не знаю, варлок мне нужен вообще. Типа, можно было бы взять, типа, оставить этого варлока, но нужен ли он мне? Ману плюс 50, точнее, кристальчик мана плюс 50 регена я перекину в Разора. В Разора перекину. Чтобы он намного быстрее ману нарегенил и кастовал свою способность. Как-то так сделаю, короче, расстановку. Чтоб подальше был от вражеского мага. На крайний случай. Хорош, Разорчик. Только не сдохни. Хорош. Хорош. Добротно. Молодец. Тупо ставлю лайк сейчас Разорчику. Кунка. Ну, Кунка мне не нужен. Кстати, скоро 10-й. Следующий раунд я беру 10-й и иду ролиться. И, наверное, все-таки я, наверное, буду искать духов. Буду искать полноценных духов, чтобы законтрить этого воина. Наверное. Плюс, кстати, я и охотника законтрю таким образом. Чел, конечно, там на демонах прикольно выглядит. Полностью сролился. Ну, смотрим дальше. Куплю этого юнита за одну монетку, чтобы, ну, хоть по максимуму сэкономить, скажем так. Потому что выиграю раунд, получу плюс одну монетку. Плюс у меня есть награда за гоблинов, которая дает мне очень много денег. О, сильный там антимаг, конечно. Сильный. Так, вынесу, не вынесу. Ну, Сайленс на самом деле дает о себе знать. Реально Сайленс имба. Минус демон. Думчик хорош. Думчика мы берем по-любому, потому что против меня будет Хускар. Мы скипать Думчика не будем. Ни в коем случае скипать Думчика мы не будем. И никому не рекомендую так делать. Жалко, конечно, я Рок войны скипнул. Не знаю, Разора не буду, наверное, апать в 3 звезды, в этом нет никакого смысла. Посох уже 20 стаков. Ладно, сейчас разберемся. Пока там нету 9 воинов, все хорошо, но есть маг-дракон, который может составить мне проблемы. Но вообще мне нужен антимаг 2 звезды.
Антимаг в 2 звезды, это будет, знаете, моя спасательная подушка на крайний случай. Стан сразу с первой тычки прилетел по моему Рике второму. Минус воин. Вот то, о чем я говорил. Моя Лина сейчас спокойно, если что, подушила вот этого вот челика. Кстати, я не успел, бабки. Короче, не успел. Там кучу бабла мне насыпало, я не успел распределить все как надо. Но я не успел бы, наверное, и так, и так. Может, Лину продать? Хотя Разора продам. Пока что закирю Лину на мобах. Пока там 9 воинов нет, у меня есть все шансы отделаться легким испугом. Пока что. Пока что. Ну вот как будет дальше. Так, рок-воины тоже неплохой предметик. Что у нас? О, Мамора. Естественно, не имбу закидываем туда. Так, инвокера мы по-любому берем. По-любому инвокера берем. Ну, в принципе, мана плюс 50 тоже пойдет пока что. Пока что пойдет. Я, наверное, все-таки возьму Рики. Инвокера я буду по-любому брать. Инвокер сильный персонаж. Если против меня соберется воин, то вот этот вот инвокер, он может призвать своих пеньков очень много. И, соответственно, будет их душить. Потому что там каждый пенек отнимает нереальное количество брони. И там бы сколько у тебя там кирас не было и тому подобное. Если инвокер призовет 2-3 раза своих пеньков, то все, это габелла. А если их быстро не снести, этих пеньков, то царство небесное. Там унизительная тоталити будет по полной программе от АДЯ. Ну что там собрал БКБ, зачем, только непонятно. Ладно, короче, берем духов. Раз мне так энигма идет, то это, соответственно, что правильно? Нужно собрать духов сверху. Сейчас будем кайфовать. Так, антимаг идет хорошо. Инвокер идет отлично. Морф тоже отлично. Хан. Блин, как же мало времени на подумать. 24 секунды всего лишь. Так, все, там 9 воинов собралось. Это плохо. Это плохо, это плохо, это очень-очень плохо. Так, Рики, накидай тучку. Бам. А, котла только не задела тучкой, ладно. Котла я не задел тучкой. Но уже можно этого мага не опасаться слова совсем. Так, сейчас, секундочку, ребят, надо сосредоточиться. Так, хорошо, духи пока что идут неплохо. Ну, так у меня такой стол сейчас огромный, надо... Ладно. Да. Вы этого не видели. Вы это, если что, не видели. Я не успею перестроиться. Ну... Ладно, не морфом пожертвую. Ну, короче. Не успел я перестроиться немного. Ну ладно. У меня тут половина то духов стоит, то магов. Короче, не успел перестроиться. Но сейчас перестроюсь. Один раз проиграл, ну, это чисто из-за того, что я не успел перестроиться. Вот так бывает. Вот так бывает. Но зато есть усиление у яйцо. Можно в антимага пихнуть. Я, конечно, варлока продал. Я сам это...
Куда ты ее... Ладно. Вы этого не видели. Вы этого не видели. Вот что делает спешка с людьми. Так, квапа, отлично. Инвокер, шикардос. Надо, наверное, вместо Рики поставить. Да, вместо Рики поставлю. Пусть у меня будет чернокнижника баф немного. Ой, ёп, еще и предметы. Ладно. Сейчас все будет. Даже без предметов порву его. Чекайте. Покеда. А, это картинка. Но в любом случае. Все. Сейчас мы будем кайфовать. Но только я Разора продал. Короче, я и Разора продал, и Варлока продал. Ну, ладно. Вот что делает спешка с людьми. Ладно, Разор. Ставлю лайк за Разора. Ну, я не знаю, инвокер как бы приходит, но я не особо хочу инвокера этого собирать, если что, то в 3 звезды. Ну, вроде бы как бы... Мне в 2 звезды будет хватать его с головой. В 3 звезды его даже могу и не собрать. На следующем раунде переделаю предмет, у меня будет достаточно еще времени, скорее всего. По крайней мере, я на это надеюсь, что у меня будет достаточно времени. Предметы у этого Хускара говно полнейшее, он меня вряд ли сможет вынести, хоть что-то мне сделать. О, взгляд Азеса. Это нам нравится. Это... О. Ну, что ж, ребят. Как там говорится... Царство небесное, ребятки, вам. Минус воин сейчас будет. Сейчас будет минус воин. Сейчас я ему расскажу, где раки зимуют. Можно, в принципе, убрать кого? Дума, но я Думу не хочу убирать. Можно чернокнижников немного убрать. Можно. Но инвокера я все-таки оставлю. Инвокера и Дума нужно оставлять. Сейчас смотрите. Инвокер будет призывать своих пеньков, он будет резать им броню. То есть это импакт. О, так естественно маска. Естественно. Не, на самом деле, типа, вы можете сейчас поржать и все такое, но... Пеньки инвокера дают минус... За одну тычку с пенька минус 5 брони. Нормально? Это сильно. Это очень сильно. За одну тычку с пенька всего лишь. За одну. Это у меня еще рога войны нету. Прикиньте, был бы у меня рог войны, не Камиконы. Я бы этого просто воина испепелил бы без шансов. Я его и так, скорее всего, без шансов сейчас испепелю. От 4 чернокнижников мне особого проку нету. Квапу пока что оставлю. Варлока пока что тоже оставлю. Вдруг чего я там смогу подкорректировать свой билд. Но на самом деле, я думаю, не было бы антимага. Вряд ли бы я дожил бы до такой стадии игры. А ну-ка. Переиграл или нет? На самом деле, даже если Дум ко мне прилетит на антимага, мне вообще плевать будет. Ну, прилетел и прилетел Дум. И что теперь? Так, пеньки. Пеньки инвокера в деле. Один пенек остался жить. У нее еще, посмотри, какая дальность атаки огромная. Еще плюс 2 пенька. Как же они жестко режут броню. Просто одна тычка минус 5 брони. Одна тычка. Но на самом деле инвокер не особо полезный персонаж, если честно говорить. Типа, вот сейчас он конкретно полезный. Но есть ситуация, когда он такой бесполезный, что ну его в баню. Вот серьезно. Я думаю, множество раз кто сталкивается с такой ситуацией, когда инвокер максимально бесполезный. Максимально. Но в этой ситуации он максимально полезный. Но в любом случае у меня MVP по дамагу это... Кто правильно? Самый балансный персонаж. Антимаг. То, что чел там с БКБ сидит, это круто. На самом деле вот этот воин, у него вроде бы все хорошо, но из-за того, что у него такое сочетание предметов, плохое, мягко сказано. Блин, не успел.
Пока базарил, не успел. У него сочетание предметов не очень. Мне оно не нравится. Кстати, у меня еще и взгляд АЗС есть, который хп реген режет. У меня еще и Doom есть, который хп реген режет. И даже Doom это будет посерьезнее, нежели что-либо. Просто взорвал без шансов. Просто. Порвал. Как тузи грелку. Хорош. Ну, добротная каточка. Но давайте будем честными. Без антимага, вряд ли бы я что-то мог бы сделать. Вряд ли. Или давайте так. Вы напишите в комментариях, что бы я вот... Ну, что бы было бы, если бы у меня не было, допустим, того же самого антимага. То есть, вот, что бы было? То есть, смог бы я занять топ-1 или не смог бы занять топ-1? Как по мне, я бы не смог занять топ-1. Все-таки антимаг слишком сильный персонаж. Типа, и занять топ-1 с таким билдом... Смотрите, сколько у меня инкама. 471 монетка инкама. Нормально. А у кого, кстати, был максимальный инкам в игре? Напишите вот в комментариях. У кого самый был максимальный в игре? Какой он? Какие там циферки у вас были? Я свой не помню, у меня что-то около 600 доходило. Около. Ну и там и раундов, соответственно, было очень много. Там что-то около 40 плюс раундов было. Даже больше, по-моему. Ну, короче. Пишем в комментариях свои циферки. Свои циферки, у кого какой был инкам огромный. Ну и, в принципе, все. Что добавить? Нечего мне ничего добавить. Мне нравится то, что как-то духи стали реально активно работать. Я раньше духов не любил из-за того, что они максимально криво работали. Они не срабатывали как надо. А сейчас как бы их вроде бы пофиксили, теперь они реально нормально срабатывают. Довольно-таки часто даже срабатывают. С чем это связано, вообще непонятно мне. Но, скажем так, тайна останется покрытая мраком. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте меня поддержать своим лайком. А кто не подписан на YouTube, то обязательно подписаться, потому что скоро 2000 подписчиков. Помогите уже наконец-то их достичь. Еще у меня есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.